Всем доброе утро. Посмотрите, я вышел на улицу. Ну кто? Ну кто говорит, пожалуйста, выпустите меня? Пожалуйста. Помните эту кошку, когда я ее везла еще прям до начала пандемии, когда только она начиналась? Я ее успела вывести, Мяня. Подсказку оставлю в этом углу на это видео, как я ее вывозила. Вот она теперь себя здесь замечательно чувствует, живет, радуется. Она вообще живет с Мианой, но ее сейчас Миана сюда привезла, чтобы я порадовалась, чтобы мне показать. Ну, Алиса, нет, ты должна дома остаться. Нельзя тебе гулять-то без поводка. В общем, вышла я на улицу, потому что хочу позаниматься. У нас очень хорошая погода. И я хочу позаниматься спортом, так как вы помните, да, что я вернулась к регулярному спорту. Но так как мы уехали, сейчас я не могу идти в тренажерку заниматься с тренером. А я начала с тренером заниматься. Это была жесть, кстати. Вот. Но я не ищу оправданий. Ой, ну мы уехали, ладно, тогда перерывчик. Нет. Я знаю, что я могу заниматься и без тренера. Главное, это регулярность. Главное, чтобы не делать вот этого перерыва, знаете, психологический перерыв, когда ты перестаешь заниматься и в итоге расслабляешься. И потом думаешь, да ну, тогда пропустила, начну когда-нибудь в следующем году. Нет, я продолжаю. У меня для этого есть все, что надо. Спортивная форма, которую я с собой взяла. И мой компьютер. Ну, в принципе, и телефона бы хватило. Так что просто здесь на лаптопе экран побольше. Мы делаем пробежку вперед и возвращаемся назад. Стараемся подать пятку к ягодице. А ко мне присоединяется Миана, мы так что начнем сначала. Ой, ну что же, мы закончили. Миана уже побежала в душ, заняла его. Я пока жду свою очередь. Расскажу вам о пользе физических упражнений, о FitStars, платформе, которая помогает поддерживать здоровье, красоту, любовь к себе. Если вам кажется, что у меня нет сил упражняться, представьте, что вы делаете что-то хорошее для своего тела, как будто бы вы омолаживаете его. При каждом прыжке каждая клеточка становится сильнее, моложе, здоровее, выносливее. И на платформе FitStars вы найдете такое большое количество тренировок, на любой вкус. Силовые, на растяжку, кардио, просто зарядка такая для дыхания, при болях в спине, после беременности. И это за очень небольшую цену, плюс моя скидка. Настя знает, если вы набираете промокод
Фу, я еще не отдышалась. У меня тариф безлимитный, это значит, что доступ ко всем упражнениям круглосуточно, круглогодично, без срока действия, поэтому и вам его рекомендую. В любое время, в любом месте, неважно, ни к чему вы не привязаны. Все, что вам надо, по сути, это только вы и экран какой-то, телефон, компьютер, телевизор, что угодно. И все, и вы здоровы. Помните, что физические упражнения полезные, такие, с правильной техникой. А здесь тренеры еще даже рассказывают про правильную технику, как сделать, где подкрутить, где вы не должны чувствовать напряжение. Так вот, такие физические упражнения, они продлевают вашу молодость. Молодость тела, когда меньше боли в теле, когда вы более энергичны. Мы все этого хотим. Так что не откладывайте. Лени не существует. Лень — это недостаток мотивации. А мотивация у нас — это жить не только долго, но еще и функционально, здорово, да, в здоровом теле. Поэтому ссылка внизу в описании. FitStars. Спасибо за сегодняшнюю тренировку. Я пошла, поползла. А я уже переоделась, оделась. Мы едем в город. Я сейчас отвезу Миану к лошади, к ее, и поеду встречусь с подружкой в центре города. Покажу вам немножко Хельсинки. А то что я сижу дома, правда же? Привет! Oh my god, he's so big. Oh. Надо пус-пус. Oh, you're so cute. So big. So big. А нет? Пус-пус? Not like that. Not a wet kiss. Ты такой сладкий. Такой красивый. Какой ты большой. Такой большой мальчик. Да. So cute. So cute. So cute. Oh my god. You're so adorable. Yes, you are. Yes, you are. Нанда не любит, когда я его трогаю, но он любит целоваться, да? Ты меня не съешь только, пожалуйста. Такой сладкий. Пус-пус, пус-пус. I do for nothing. В общем, счастье полные штаны. Тут вот еще другие лошади есть. Да, муха вокруг него летает. Неприятненько, да. Вон еще, посмотрите, какие красивые все. Блестящие. Маленькая пони. Пони. Мальчик с характером. Ну, а я уже в машине. Я езжу на такой вот маленькой Peugeot 206, по-моему. Это машина моего свекра. Еду в город теперь, в Стокман. 100 лет не была в Стокмане. Так, ты будешь во влоге? Давай. Полина, привет, мы встретились. И она меня ведет в какой-то едальню, где, типа, да, секретную, где делают суп из морепродуктов. Это вообще-то мы сейчас в супермаркете.
Не знаю, он после этого не будет секретный. Все, кто приедет в Финляндию, будут знать, куда идти. Мы в Стокмане, на самом нижнем этаже. А, вот бистро. Да. Там туда. Ой, уютненько, так симпатичненько. Двора. Море. Ну что, мы так обосновались с видом на рыбный отдел. Такой суп. Он как бы томатный, и внутри там всякие креветки, да? Да. Раковые шейки. Мне нравится, как это так положили. Вот тут даже томаты плавают. Тут все, видимо, на сельдерей, на каком-то бульоне, на морковке сначала. Потом Ага. добавляются раковые шейки и Раковые шейки. шелс вывариваются. А, да, что бульон стал. Да. Вот раковая шейка. Или это креветка, или это раковая шейка. Это тоже есть. Раковая шейка, лосось. Ну, это, в общем, очень вкусно. Сельдерей. Так что, кто в Хельсинки, вот, секретное место. Кто дорогу у нас переходит? Пирожочки маленькие, все, давайте, молодцы. Гуси. Да, сейчас у них уже это время плодения. Ой, там сколько Да вообще. Что, мы приехали в такое место, прямо у воды. Вон там камин горит. И за стеклом мы как раз сейчас возьмем напитки и пойдем туда на террасу сидеть. Видите, все уже в теплом, в шлепочках. На улице 22 градуса. Мы сидим вот на таких вот гамаках. Мы скоро, может быть, даже и ляжем. Ура! На них можно даже загорать, если лечь, разложиться. Наверное, летом и загорают, да, здесь? Здесь пахнет сауной, чувствуешь? Да, сауной пахнет, потому что там люди голые. А это видно? Они вышли из сауны. Можно спуститься поплавать в заливе. Или просто посидеть. Классно. У нас там пловцы. Ну, настоящее лето после бани. Пошли искупаться. А вот там самые дорогие квартиры в городе. Вроде бы как прям по 5 миллионов евро. Они очень красивые внутри. Я как-то смотрела на сайте. Приехала домой уже. Тут такое чудо ждет. Обнимашечки делает мой дом. Да. Кисонька. Обнимашки. Такая ласковая. Ласковая, нежная девочка. От меня пахнет лошадью. Я сегодня лошадь целовала. Мы после сауны встретились наконец-то с Ярмо. Его, кстати, не было, по-моему, я про это не говорила. Он потому что уезжал за 400 километров от Хельсинки. Там по бизнесу встреча была, ну, с его командой, с его боссом и всем остальным. Я хотела вам показать сауну, которая у нас здесь, потому что она не такая, как в Швеции. Во-первых, самая главная комната в Швеции, в Финляндии, это помывочная. Это вот такие вот две душевые, огромная комната. Это просто душ перед тем, как зайти в сауну. И вот у нас сама сауна, в которой мы сейчас сидели, грелись. Она электрическая. Такая вот здесь штучка тоже нагревается, воду на нее пускаешь. И вот такой душ с огромным количеством просто на выбор, чем помыться. Много-много разных бутылочек. Я иногда смотрю, думаю, вот бы перебрать. Но я, конечно, этого не буду делать, потому что я не дома. Ну, потому что, как бы, вот мне свекровь любит, когда много. Когда есть выбор. Вот, а сейчас, после того, мы посидели первый раз в сауне, пошли на улице посидеть, значит, охладиться. Я, выходя и закрывая с собой дверь, знаете, я так, ну, просто вот дверь взяла, и так как бы ее за собой, чик, закрыла, чтобы вовремя вытащить руку, вот таким вот образом. И я так сильно прищемила себе палец. Я не знаю, наверное, сейчас не видно даже здесь. Я потому что сейчас помыла голову и смыла кровь. Там даже кровь немножко была. Я не знаю, что из него вырастет. Он болит ужасно.
Явно будет синяк. Я так не плакала никогда. Я прибежала в туалет, подложила его под холодную воду, и у меня прям полились слезы. Так больно, он пульсирует. Need to cut off the finger. И Ярма говорит, что надо, наверное, отрезать палец. Такая, спасибо за поддержку тебе большое. Пожалуйста. Все уже оценили твою нервную систему сильную. Твое чувство Все юмора будет хорошо. тоже. Без палец тоже нормально. Ты меня не за палец любишь все-таки, правильно? Правильно. Ну, нет, неправильно. Люблю очень. И Ярма сейчас приготавливает сосиски. Мы пойдем их жарить на гриле. Это новые сосиски, какой-то новый вид сосисок. Чили. Вкус. Чили? Нет, чимичурри, девил и чили melted cheese. По-моему, такой мы Это пробовали уже. самое лучшее. Just taste. Да, в общем, это как это тейстинг меню. Это просто попробовать, как сосиски на вкус, сардельки эти новые. Вот, я, наверное, не показывала еще. Как тут у нас здесь раньше был трамплин, на котором Миана прыгала, но сейчас она уже не прыгает, он стоит просто пустой. Блин, как у меня палец болит. Здесь такой небольшой дворик с огромными типа туй. И ее периодически подрезают сверху, по бокам, формируют из нее такой квадратик, и они ее никогда не поливают. Никогда. Она питается только водой, которая внутри, под землей. Искусственного полива там вообще нет. Готово. Еще одна наглая кошка. Да? Алисочка. А мы едем, уже время у нас 2 часа, мы едем в соседний городочек. Можно подальше чуть-чуть? Называется Рихимяки. Рихимяки? Рихимаки. Рихимяки. Рихимаки. Рихимаки. Ну, почти. Ярма там вырос. Точнее, он там учился, он родился в другом месте, но там он учился в школе. И сегодня у одного из его друзей из школы еще, да? Из Лукия. А откуда? Гимназиум. Из гимназии. Вот, у него сегодня день рождения. И мы едем... Не только он. Ну, не только у него, там еще у других, но это 4 человека сегодня празднуют свой юбилей, но мы едем в основном все-таки к твоему другу. 200 Остальные years. знакомые просто, да. 20. 200 лет. 200 да, лет. Всем по 50. Вечеринка там будет... Большой. Большая, да. 100, Весь, должно быть 100 человек. 100 человек. Офигеть. В общем, надеюсь, мы ее переживем, выживем, так как празднуют финны, и это тяжело. Это хорошо. И я должна буду завтра сесть за руль Да. и ехать обратно. Нам ехать буквально около часа, не так далеко, но все же. 36 минут. 36 минут уже, да. Вот. Настя, сила тебе на финской вечеринке. Они Ну понадобятся. что, это будет классно. Классно, ты чё, алкоголь рекой, как на подростковой вечеринке, а не на 50-летие выпуска. Весело будет, Настя. Финны знают, как празднуют. Ну, конечно. А на следующий день как будет, Ярма, весело? Может быть, нет. Может быть, нет. А я хочу, чтобы мне каждый день было весело. Вот я следующего дня боюсь. Ну ладно, если я завтра не появлюсь, вы знаете почему. Значит, я не выжила. И мы остались в Рихимяке еще подольше. Настя, скажи что-нибудь приятное. Что-нибудь приятное. Да. Скажи. Вот я еду, и такое ощущение, что как бы вроде бы похоже со Швецией, но совсем не похоже. Березок. Вот Лучше сколько. здесь, да. Вот нет, Швецию я больше люблю. Нет, всё-таки Ярму. это неправда, Настя. Я вот еду и думаю, как я соскучилась по дому. Швецию я больше люблю. Я дома. А я нет. Что, у нас разные Потому дома, что ли, ты не с в тобой? России, да. Нет, потому что я не в Швеции. А у меня все в Швеции дом теперь. А что, у нас разные дома, Ярма? Если ты дома, а я нет. Но ты понимаешь, что я говорю. Ну, вот, конечно, ты здесь вырос, да. Да.
Ну, Сейчас мы едем в место, где я жил, когда я был 6 лет, а потом 18 лет. с 6 до 18 лет. Да. А куда ты в 18 уехал? 19 А в 19 куда ты уехал? в армии. В армию? Нет, армия была вот здесь. А после этого в университет. В Турку, да? В Турку, да. Да, 12. Ты 18 лет и здесь служил где-то рядом? В Хельсинки? Служил в армии где? В Рииmäki. А, в Рииmäki. Из Рииmäki. Я жил там, но это было в Hyrylä. Другое место. Недалеко. Недалеко. Но я тогда жил дома, когда был возможности. И после этого в университет. А то есть вы когда служили в армии, можно было еще и дома жить? Да, потом. Серьезно? Ну, когда я был на выходной. Когда выходной? Да. Но я уже после школы я делал вот этот экзамен в университет. Я был через это. И у меня был уже место для университета. Но до этого мне можно сделать армию. Это все так делали? То есть до того, как ты пойдешь в университет, нужно служить в армии? У всех так было? Ну, нормально, да. Но это все мальчики так делали, да? Ну, если ходит в университет, если был первый раз внутри университета. Да. А военная кафедра, если есть в университете, то тогда не надо, да? Ну, военная кафедра, типа... Нет, все нужно служить в армии. Все, то есть все мальчики сначала все заканчивали мальчики. школу, шли Да. в армию, а потом в университет. Нет, возможно сделать это до 25 или 26. Можно после, да? Да, но это Обязательно. обязательно. А кто-нибудь покупал военные билеты, ну кто не хочет идти в армию? Да, То есть возможно, Заплатил там? Нет, там возможно вот такая мирная альтернатива. И что за мирная альтернатива? Но, нужно сказать, я пацифист, я не хочу служить в армии, я не могу, я не хочу. Тогда нужно сделать вот это 11... я все забыл уже. Месяцев. Месяцев? Да, но А это... где эти 11 месяцев? Ну, только вот такие, в офисе, что-нибудь. Ну типа ты приезжаешь, Да, что-то да. делаешь? Прикольно. То есть можно просто Да, сказать, я можно, не хочу, и всё. можно. А ты хотел? Ну, Ну, у тебя только конечно. веселые воспоминания от армии. У вас нет какой-то там дедовщины, да, когда там Ну, бьют мальчиков новых. Такого же нет? нет, ну, там не страшно. Нет, не страшно. Ну да, вот в Ну, России. иногда это... Но у вас весело было. Но это не весело все время, но это было нормально. Нормально. Да. Ты оттуда вернулся сильный, так у тебя... Да, Если сильнее. Если бы я могла показать фотографию Ярмы, где он в военной форме, боже мой, она у меня стоит, когда он мне звонит на заставке телефона. Такой красивый, я офигела, когда увидела. Прям такая линия челюсти, все как из фильма, из какого-то фотографии, вот это вот. Ой, очень красивый. Жалко, что я не могу показать. Может, я могу, Ярма? Нет, Где тебе 18? не надо. Ну, когда-нибудь Ну, покажу. В общем-то, вот где вырос Ярма. На самом деле, конечно, нет. Это вот недавно, несколько лет назад начали строить, и вот уже почти его достроили. Огромный дом с лифтом внутри. А вот территория, где вырос Ярма. Такая. Вот его домик. Маленький. Смотрите, какое огромное дерево. В общем, мы будем спать вот в этой бане. Сейчас вам покажу, как внутри. Внутри, правда, темно. Не знаю, будет видно что-то, нет? Такая терраска. Я помню, я здесь была. Дверь. Заходим. Что у нас здесь? Телевизор даже стоит, главное. Это кресло, чтобы смотреть. Но мы телевизор смотреть не будем. Здесь кровать. И здесь кровать. Я уже забила, это моя. Ярма будет спать здесь. Вот там вот наверху тоже есть лестница, и там спальное место. Здесь располагается карта. И вот, кстати, на карте отмечены места, откуда Ярмин. Дедушка — это вот это, да? А это бабушка.
Да? я думаю, это. И это уже, кстати, Карелия. Вот видите, здесь Петербург. Вот это Петербург. Это старая Финляндия. страница. Старая страница здесь. Да, раньше это была Финляндия, да, теперь это Карелия, российская сторона. Вот. В Ярму есть немножечко русской крови. Дальше где у нас? Напротив входа. Здесь есть туалет, ванна, душ, туалет. И, конечно же, сама баня. Сауна. Что-то уронил. Ну вот на эту ночь это наше жилье. Мы сейчас переодеваемся и уже, в принципе, нам скоро выезжать на день рождения. Мы готовы, в общем-то, выезжать, но в этой деревне попробую вызвать такси. Оно, возможно, приедет, возможно, не приедет. Ждите, если что, звоните. Если нам повезет, в общем, мы попадем на празднование. Но я уже возьму с собой телефон, буду там на телефон снимать, потому что сумочка у меня, как обычно, маленькая, моя любимая. И зацените шляпу. Вообще вот такой лук, как я вам показывала. Вся вечеринка проходит на финском языке. Знаете, от представления до того, что люди говорят, конечно, по-английски, но все равно они между собой говорят по-фински. И стоишь, вроде бы со всеми общаешься, но ничего не понимаешь. В этой деревне нет никаких такси. В общем, по крайней мере, после 10 вечера они, похоже, не работают. Нас высадил автобус в месте, где я показала, в ближайшем от нас. Ну, автобус, который разводит всех гостей. И вот мы теперь идем. Идем к нашему дому. Еще идти 10 минут. Просто посмотрите, насколько пустая улица. Вон там Ярма идет. Вот, пожалуйста, познакомьтесь. Это Ярма. Ну что, мы живы. Доброе утро. Мы живы, даже удивительно. Ничего, так себя чувствуем. Собираемся уже поехать сейчас в центр Риихимяки, вот этого города. Ярма хочет там посмотреть на центр, как там вообще сейчас все обустроено. Его друзья, кто посмотрел, уже сказали, что там, конечно, грустненько. Ну, это маленький очень городочек. Ярма упаковывает машину, уносит туда вещи, пришел ко мне с букетом. Говорит, не говори, что я тебе не дарю цветов. Без букашек зато. Говорит, вот тебе, Настя. Красивая, как ты. Поехали. Спасибо этому дому. Так очень интересно, конечно, и для Ярмы эмоционально. Это место, где он вырос. И многие из его друзей так до сих пор здесь и живут в это время, никуда не уехали. Как, знаете, как реюнион со школы через 30 лет.
Перед вами центральная улица Рихимяки. Я, возможно, даже неправильно это произношу. Наверняка. Вот, все. Такой центр. Самое главное. Вот. Самое главное. И туда еще. Все. И все. Мы дома загораем. Ну, в смысле дома. Дома в Ванте. Дома в Хельсинки. 22 градуса у нас. Ну, не жарко, нормально. Солнышко. No time now to talk with you. Все, мы сдали машину уже. И едем в аэропорт. Надеюсь, что там не будет большой очереди. Мы в такси. И мы уже в аэропорту. Я взяла себе тут разные закуски, салатики, рагу с халуми вегетарианское. Сейчас тут в приоритете, с мясом нет. Такая у нас, такой лаунч. Едим в аэропорту. Diet food. Это мы уже прилетели в Стокгольм. Пока летели, проголодались. И прям рядом с выходом самолетом зашли поесть. Кстати, за весь перелет туда и обратно я ни разу не вытащила свой паспорт. Ни разу. Мне только спрашивали boarding pass. Все. Я дома. Я дома. Все, ребята. До скорого.